Я всегда обрабатывал фотографии своими ручками, делал частотное разложение, накидывал светотени, прорисовывал объемы и особо никогда не пользовался плагинами, потому что всегда думал, что плагины делают из фотографий примерно такое. Но как же я ошибался, ведь нейросети на пороге, они делают потрясающую картинку, все фотографы их любят, пользуются вдоль и поперек и рекламируют налево и направо. И плагины для ретуши, основанные на нейросетях, уж точно вам необходимы. Или нет? Я уже 2 месяца тестирую известнейшие плагины Retouch4Me, которые реально у каждого второго блогера на повестке дня. И, честно говоря, у меня ощущения спорные. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня у нас честный обзор на плагины Retouch4Me. Поехали! Итак, для начала введу в контекст. О Retouch4Me я услышал, наверное, пару лет назад. И, кстати, тогда на меня тоже ребята из Retouch4Me пытались выйти, говорили, типа, Максон, сделай обзор, и я что-то как-то все это отодвигал на задний план, и вот только сейчас я решил обозреть их, посмотреть на них. Ребята мне предоставили ключики на самые ходовые инструменты. Ice Bundle, Portrait Volumes, Skin Tone, собственно, которые я и затестировал. И вот за эти 2 месяца использования, я их уже реально 2 месяца гоняю в хвост и в гриву практически на всех своих кадрах, и могу сделать 3 очень важных вывода, которые вы должны знать. Первое, оно же самое обидное. Если вы не умеете ретушировать и хотите получить идеальный результат, то, конечно же, никакие плагины вам не помогут. Вообще, единственный сейчас, наверное, плагин, который реально может сделать за вас качественную ретушь, это какой-нибудь индус, сидящий на другом конце света. Вы отправляете фоточку в какой-нибудь сервис, там открывает индус, все это быстренько ретачит, и вы получаете готовый результат. И если вы все еще думаете, что плагины — это та самая волшебная кнопка «Сделать круто», то вы ошибаетесь. Я в своем телеграм-канале попросил подписчиков покидать свои равки и прогнал их все через пакетную обработку плагинами Retouch4Me. В результате у нас получились неоднозначные результаты, из которых следует простая истина. Полностью положиться на плагин Retouch4Me, конечно же, у вас не выйдет, потому что в любом случае это автоматика, в любом случае это искусственный интеллект, который обучен на каком-то количестве моделей. Результат будет очень сильно зависеть от типа фотографии. Смотрит ли модель в камеру сбоку, сверху, в зависимости от падения лучей света, в зависимости от типажа модели, ее кожи, в любом случае результат будет всегда разным. На некоторых фотографиях вот такая обработка в лоб играет идеально, в некоторых фотографиях она может быть настолько всратой, что придется вам ретушировать вручную. Соответственно, если вы умеете ретушировать, то как бы молодцы, вы применяете плагин Retouch4Me, потом, если все окей, если не окей, соответственно, вы начинаете это все доретачивать. Но если вы ретушировать не умеете, то получается, что они вам не помогут. Вам в любом случае нужно будет какие-то моменты доретушировать. И здесь, опять же, важный совет. Если вы не умеете ретушировать фотографии, прежде чем что-либо покупать, научитесь. Изучите базу. Поймите, как делать частотное разложение, прорисовывать цвет и тени, как рисуется вообще светотеневой рисунок на теле модели. Уже только после этого для ускорения своей работы можете приобрести плагин, установить его, пользоваться. Поэтому открывайте ютубчик и в первую очередь посмотрите ролики хотя бы по частотному разложению. У меня на канале их, кстати, штук 5, наверное, и там даже стримы 2-часовые есть. В общем, есть чему учиться. Вывод номер 2. Если тебе нужен результат не идеальный, но хороший, удовлетворительный, чтобы зритель не видел пластиковой кожи, но и в целом поверил в реальность портрета. И если ты готов на каждый кадр потратить, сколько там, 2 минуты на тонкую настройку плагина, то вот здесь уже Retouch4Me реально имба. На каждый кадр вы открываете плагин, немножечко двигаете ползуночки, выбираете силу воздействия плагина на каждый снимок, и в результате получаете более тонко контролируемый результат, который уже вяжется с обозримым желаемым конечным результатом. Соотношение сэкономленного времени к получаемому качеству как раз и будет главным критерием, по которому вы решите, покупать эти плагины или нет. Ну и третье, если тебе на результат относительно пофиг, и твоя криповая вот эта пластиковая обработка после 100% применения Retouch4Me скроется за каким-нибудь гигантским зерном, опять же, Retouch4Me получается имба, потому что вы можете закинуть 1000 фотографий с своей свадебной фотосессии, где у вас модель вся в прыщах, вы ее закидываете, прогоняете через Retouch4Me автоматизацию, накидываете зерна, получаете идеальный, классный результат. Ну, конечно же, он не идеальный с точки зрения вот этой журнальной ретуши, но для обывателя, для простого потребителя, опять же, это круто. Поэтому вы также должны понять для себя, что вам важнее всего. Либо это скорость, если вы ненавидите ретушь,
Retouch for Me для вас будет реально спасательным кругом. Но если вы хотите все прочувствовать от начала до конца, то как бы вы можете совмещать. Как сейчас делаю это я. Все свое творчество я отношу к чему-то среднему между первым и вторым случаем. Я юзаю плагины. Если на лице много прыщей, позволяю себе через Heal их зачистить. Разумеется, возвращая родинки, все-таки Retouch for Me их жестоко затирает. Далее я накидываю Portrait Volumes и выборочно по маске заимствую некоторые прорисовки, которые сочетаются со светом, а самое главное, с анатомическими аспектами падения света на тело модели. А на этом-то, в принципе, и все. Эти действия у меня занимают, сколько, от силы 1,5-2 минуты, а дальше я трачу 10-15 минут на классическое частотное разложение на 2 частоты с прорисовкой, выравниванием светотени через Mixer Brush Tool, потом могу и прорисовать свет через что-нибудь, опять же по своим ощущениям, но это уже и является признаком моего авторского стиля. А теперь давайте на примерах разберем, как пользоваться плагином Retouch for Me. Заходим на сайт Retouch for Me, создаем аккаунт, прыгаем в фото-ретачинг и выбираем нужные нам плагины. Покупаем, скачиваем, устанавливаем, перезагружаем Photoshop и вуаля, плагины появляются в выпадающем меню Filters. Применять их можно двумя способами. Либо через выпадающее меню фильтры, либо через специальную Retouch for Me панель, которую вы можете скачать в официальном сторе Creative Cloud. Лично я пользуюсь именно этой панелью, считаю ее дико удобной, но о ней поговорим чуть-чуть попозже. Все действия я буду проводить на дубликате слоя. Давайте скопируем слой, нажимаю Ctrl-J, далее я иду в фильтры и выбираю абсолютно любой из плагинов. Первые пару секунд плагин определяет все косяки в кадре и начинает их исправлять. Я настоятельно вам рекомендую перехватывать управление на себя и выбирать правильную крупность портрета, потому что автоматика все-таки действует не совсем точно, и иногда, если автоматика определит неверно воздействие на лицо, может выйти за пределы самого лица. Итак, что здесь по кнопкам? Первая кнопка — посмотреть на до-после. Нажимая сюда, вы видите непосредственно результат, что получается. Следующая кнопка — Show Change, либо показать маску. Здесь вы будете видеть, какие плагин придумал изменения и как они ложатся на фотографию. Следующие кнопки Pen and Zoom, Brush, Eraser и инвертирование маски нам абсолютно с вами не нужны. По одной простой причине: мы с вами находимся в Photoshop, и вместо того, чтобы рисовать маски внутри вот этого интерфейса плагина, мы лучше это сделаем с вами на самом слое. Поэтому это можно пропустить. Следующий ползунок Blend определяет силу воздействия плагина на наш целевой слой. От 0 до 200 вы можете изменять процентаж. А галочка Soft Light Layer позволяет вам сохранить изменение, которое привносит плагин, в нейтрально-серый слой, который будет интегрироваться вот сюда. И в режиме наложения Soft Light он будет изменять background слой. Лично у меня эта галочка, разумеется, активна. Также здесь есть кнопочка Not Happy. Это секретная разработка для несчастливых людей. Если вам вдруг грустно, если вы несчастливы, вы можете нажать на нее, отправьте свою грустную моську разработчику. Может, он вам какой-нибудь анекдот скинет в ответ. Во всех других плагинах интерфейс плюс-минус такой же, ребят. Ну а теперь давайте разбираться непосредственно с самими плагинами. Первый плагин, который мы с вами рассмотрим, называется Retouch for Me Skin Tone. Он призван сгладить, выровнять skin tone на лице нашей модели. Retouch for Me проанализирует моську вашей модели и постарается сделать так, чтобы скинтон был минимально отдален от эталонного цвета. Эталонный цвет на самом деле высчитывается, насколько я понял, интересным образом. Он замеряет температуру кадров в целом, он берет среднестатистический скинтон кожи человека, сравнивает его с уже заложенной в систему информацией о нормальных цветах кожи и пытается это все усреднить. При применении у нас создается серый слой, который, накладываясь в режим наложения Soft Light, дает результат. Красные щечки на лице модели стали такого же оттенка, как ее лоб. При этом губы остались такими же маджентовыми. На улице было достаточно холодно, у модели нос стал немножечко красным, и щечки красные. Мы идем в фильтры, Retouch for Me, Skin Tone. Конечно же, желательно выбрать правильную крупность портрета. До, после, до, после. И лицо стало плоским. Я уже тестирую плагины несколько месяцев, прошелся через сотни фотографий, и я могу сказать, что плагин Skin Tone относительно бестолковая вещь, потому что в примерах, где щеки у модели вот реально красные, к примеру, здесь, мне хочется сохранить естественную красноту щечек. Модели реально холодно, и вот эти красные щечки с красным носиком для меня являются важной вариативностью оттенка на лице. Когда мы с вами применяем плагин Skin Tone, вариативность на лице полностью исчезает, лицо становится абсолютно плоско, теряется температура
температурный и цветной объем на лице, в результате картинка кажется пластиковой. Если я сейчас открою свой инстаграмчик, то вы можете увидеть, я недавно выкладывал фотографии, и эту красноту на лице, вот эти красные щечки с красным носиком я сохранил, потому что это разбавляет атмосферу. И ее скинтон согласуется с локацией, согласуется с погодой. В этой серии сглаживать скинтон через плагин и выравнивать скинтон на лице просто крайне нелогично. Еще пример. Я фотографировал Инну в парке. Свет от неба, падающий на траву снизу, переотражается и падает на ее шею под подбородком. В результате ее шея становится такой зеленоватой, классический зеленый рефлекс. Сверху свет от неба подсвечивает ее лицо, и это придает лицу немножечко такие холодноватые оттенки. После того, как я применяю плагин по скинтону, обратите внимание, цвет на лице у носика, он полностью выравнивается, становится абсолютно равномерно желтым, но вот цвет под подбородком на шее, шея вообще, как видите, становится полностью маджентовой. Почему это произошло? Нетрудно догадаться, изначально плагин уловил полную, очень насыщенную, глубокую зеленцу, вот эту же желтизну зеленцу на шее, и сделал этот цвет противоположным. Он увел эти цвета в больший, туда, к эталону, в большую мадженту, и в результате у нас шея стала как раз маджентовой. Опять же, сейчас я это сделал на полной автоматике. Я на 100% просто взял на кнопку и применил плагин. И здесь опять всплывает очень важный вывод, что эти плагины нельзя использовать в автоматическом режиме вот так вот в лоб. Открыли 100 фотографий, накинули эти плагины, прогнали и счастливые пошли пить чаек. Нет, это так не работает. Нужно следить за каждой фотографией, нужно контролировать каждое действие, и, к примеру, после наложения скинтона вы можете выбрать для себя, а что вам нравится, какие участки нравятся, какие нет. Вы можете создать элементарную маску, инвертировать ее, взять простую кисть белого цвета с мягкой прозрачностью и аккуратненько прорисовать те участки скинтона, которые вас устраивают. Еще один быстрый пример. Портрет с мягким светом сбоку от окна. После наложения скинтона у нас теряется маджентовость на кончике носа. Опять же, скинтон полностью выравнивается. В данном случае это работает вполне естественно. Если вы хотите получить абсолютно ровный скинтон без каких-то вариативностей цвета, пожалуйста, этот плагин применяется в лоб, и на выходе вы получаете вполне себе неплохой результат. Но лично по моему ощущению, такое уведение цвета, такая плоскость цвета на лице является, наверное, все-таки минусом. Именно поэтому лично для меня плагин Retouch For Me Skin Tone — это не совсем нужная вещь, поэтому я им пользоваться не буду и, в принципе, его могу спокойно удалить. Второй плагин — Heal. Он является, наверное, самым ходовым у Retouch For Me и работает следующим образом. Он анализирует изображение и удаляет все прыщички. Все неровности, все маленькие рельефности на лице при сохранении текстуры удаляются. И все это работает в автоматическом режиме. Вау! Он удаляет прыщи настолько хорошо, что помимо прыщей удаляет и все родинки, и все веснушки. Понятное дело, то, что веснушки и родинки, конечно же, мы удалять не хотим, потом нам модель таких люлей вставит. А это нас приводит опять к простой истине. То, что за плагинами нужно следить глаз да глаз. Heal штука офигенская. Просто потрясающая. Она реально круто и быстро удаляет все вот эти косяки. Обязательно, кстати, нужно выбрать правильную крупность портрета, чтобы работа этого плагина происходила более правильно. К примеру, если вы сфотографируете полноростный портрет, а автоматика определит, что у вас портрет крупный, то вот эти удаления прыщичков может выйти за пределы лица, и у вас удалятся, не знаю, вот эти точки, к примеру. Это будет, конечно же, бестолково. В плагине Heal снизу вы видите ползунок Sensitivity. Двигая его влево и вправо, вы можете определять степень воздействия этого плагина на чувствительность к как раз размерам вот этих прыщичков. На самом деле это никак не влияет на веснушки и на родинки. В любом случае они у вас затрутся. Ну и мой совет очень простой. После того, как вы применили инструмент Heal, вы создаете на этом слое маску, инвертируете ее, берете простую белую кисть и уже по черной маске мягенькой кистью затираете те участки, которые вам не нравятся с точки зрения текстуры
кожи. Понятное дело, веснушки и родинки мы оставляем. К сожалению, на таких фотографиях, где у девочки очень много веснушек, этот инструмент уже вообще никак не поможет, потому что он полностью удалит веснушки, и вместо того, чтобы восстанавливать это через маски, намного легче взять простой инструмент Remove Tool и локально удалить какие-то прыщички. И тут вы меня можете спросить: Максим, а можно же просто взять, вот просто не парясь, взять инструмент Remove Tool и спокойненько по всем участкам вот на лице, всем вот этим прыщичкам пройтись руками? Да, можно, вы на это потратите время, а плагин сделает это за вас за секунду. Но опять же, контролируй, что получается. Это важно. Привет от Максима из будущего. Я сейчас сижу, монтирую видео и понимаю, что, наверное, нужно вам больше информации о плагинах. И я подумал, что было бы неплохо провести стрим, на котором я буду обрабатывать ваши фотографии плагинами и все более подробно объяснять. Поэтому не пропустите стрим в этот четверг. Вся подробная информация о нем будет в телеграм-канале. Третий плагин Dodge and Burn. Штука очень интересная. Если у вашей модели на лице, особенно это видно в боковом освещении, присутствуют небольшие светотеневые вот эти перепады, вмятинки, то Dodge and Burn все это добро разглаживает. До-после. Кстати, до-после можно смотреть, нажимая на пробел. В этом примере плагин работает, замечательно. Я считаю, что вполне неплохо, и лицо не становится пластиковым. Но этот случай скорее исключение. Если взять другие фотографии, то, на мой взгляд, лицо уже становится намного более плоским. Особенно если вы используете более фронтальный свет, чуть более мягкий, менее контрастный, то вот как раз вот эти все имеющиеся на лице рельефности, маленькие впадинки, маленькие светотеневые переходы, они являются признаком естественным. И полное удаление этой светотени, именно прорисовка Dodge Burn, что делает плагин, делает лицо как раз уже более плоским и менее настоящим. Особенно это заметно, когда у вас лицо становится более плоским, чем, к примеру, грудь, ключицы, плечи. Именно поэтому плагин Dodge and Burn, опять же, не во всех фотографиях хорош. К примеру, здесь, где использовался мягкий фронтальный свет, здесь светотеневого рисунка и так практически нет, и уже после применения Dodge and Burn у нас лицо становится абсолютно плоским. Шея, имевшая светотеневые рисунки, уже их теряют. Но это опять же не отменяет того факта, что Dodge and Burn в большинстве случаев работает вполне неплохо. Этим плагином я пользуюсь сейчас практически регулярно. И если воздействие этого плагина делает лицо слишком плоским, вы всегда можете снизить прозрачность процентов до 50 и получить вполне сносный результат. Четвертый плагин Portrait Volumes, и он является моим, наверное, самым-самым любимым. Он анализирует изображение и усиливает светотеневой рисунок, кстати, опираясь на тот свет, который уже имеется в сцене. До-после. Если посмотреть на маску, то мы увидим, какие светотеневые рисунки прорисовываются на изображении. Давайте сразу его применим. Просто плагин берет за вас и рисует светотень. Я раньше на это тратил реально очень много времени, прям дофига времени тратил на прорисовку светотени. Сейчас это нажал на кнопку и получил. Я сразу скажу, что он делает это не идеально. То есть косяки. Есть косяки, которые не связуются с падением света, с вообще направлением света. К примеру, один из таких косяков, просто посмотрите, что он натворил под подбородком. Вот эта вся тень, она здесь абсолютно не нужна. Если я наложу этот слой в режим наложения Soft Light, в котором он, в принципе, должен находиться, то я увижу, что подбородок начинает отбрасывать тень. Но здесь этой тени быть не должно, потому что свет у нас строго боковой. Если посмотреть на другие части тела, на руки, на грудь, то мы видим то, что светотеневой рисунок рисуется правильно, соответствующе с направлением падения света. В целом плагин неплохо прорисовывает объемы на скулах, классный светотеневой рисунок на переносице, выделяет брови и глаза, и даже на лбу с уходом к линии волос у нас появляется затемнение. Как итог, вполне объемная картинка. Конечно, при всем вау-эффекте, который дает этот плагин, у него есть свои недостатки. Он не всегда точно определяет анатомию. В моем представлении тело модели — это набор определенных сфер, которые принимают на себя естественный свет. Сфера — это голова, сфера — это плечи, сфера — это грудь. И в данном случае у нас получается, что плагин не совсем-таки и правильно интерпретирует тело и эти сферичности. А у нас абсолютно не сферическая грудь. Вы просто посмотрите, какой плоский светотеневой рисунок, вот этот белый клин, он добавил на правую грудь. На топе у нас тоже плоский белый какой-то блин появился, что тоже не совсем соответствует кривизне тела. И также мне хотелось бы обратить внимание на руки. Переход от теневой к световой
теневой части является очень жестким. Здесь у нас присутствуют такие теневые горизонты. Переход от тени к свету начинает ломаться немножечко. И это на самом деле плохо, потому что при использовании такого светотеневого рисунка у нас рука начинает становиться, ну, опять же, угловатой. Это неестественно. Что я делаю в частотном разложении вообще? В частотном же разложении, когда мы раскладываем картинку на две частоты, в высоких частотах мы чистим текстуру, там прыщики удаляем, а в низких частотах вручную мы с вами с помощью Mix Brush Tool начинаем выравнивать светотеневой рисунок. И вот здесь как раз достаточно похожая ситуация. Если я возьму Mix Brush Tool, выделю этот слой, который нарисовал нам плагин, я могу эти ошибки у плагина немножечко загладить. Я могу немножко выровнять этот теневой горизонт, чтобы теневой горизонт был более мягким, чтобы он был менее угловатым. Таким образом, рука будет более гладкой. И вот сейчас как раз рука уже стала более объемным цилиндром без вот этих рваных углов. И опять же мы можем сделать вывод. После того, как вы в лоб применили экшен, его нужно проверить. Если вас устраивает светотеневой рисунок, который находится в этом слое, все замечательно. Но если есть какие-то косяки, какие-то не совсем устраивающие вас свет и тени, вы всегда можете воспользоваться маской. Создайте маску, инвертируйте слой и накладывайте светотеневой рисунок только на те участки, которые, на ваш взгляд, являются верными. Ну а если вы находитесь на этапе обучения и вы не знаете, как накладывать светотеневой рисунок, вот вам, пожалуйста, этот плагин, он подскажет, научит вас светотеневой рисунок рисовать. Вы его можете использовать как вот такого учителя. Тоже почему бы и нет. Потому что с точки зрения прорисовки света тени на лице все выглядит вполне нормально. Едем дальше. Пятый — это плагины iBundle, которые содержат в себе плагин Brilliance и плагин Vessels. Начнем с первого, Brilliance. Увеличиваем глаза, увеличиваем и смотрим. До, после, до, после. Это трэш, просто трэш. Я не понимаю, как это можно было сделать так, в таком виде. Это самый всратый плагин на свете. Подмигивает. Прям хочется сказать: слышь, дальний выруби. Проблема этого плагина в том, что он высветляет белки глаз. Как будто бы, знаете, мы там проявили синий канал и забыли глазки прорисовать. У нас получаются светящиеся глаза. Это трэш, конечно же, это использовать нельзя. В некоторых фотографиях это может смотреться просто абсолютно крипово. И здесь в меню плагина вы не можете выбирать, на какие участки воздействовать вашим плагином. То есть без использования масок вы не можете сделать так, чтобы воздействие происходило только на зрачки. Поэтому этот плагин мы спокойненько с вами пропускаем. Штука бестолковая. Если вы хотите прорисовать глаза, создаете нейтрально серый слой, увеличиваете изображение, берете инструмент осветлитель и делаете вот таких парочку движений по источнику света. В зависимости от источника света вы прорисовываете блики в глазах. Этого будет достаточно и намного более интереснее смотреться, нежели плагин, который просто делает два светящихся глаза. До-после, до-после. Ну и завершающий плагин — это iVessels. Он позволяет удалить в белках сосудики, капилляры красненькие. Если вы снимаете крупные портреты, именно клоузапы, я клоузапы, ребят, не снимаю, этим плагином вообще никогда пользоваться не буду, он мне не нужен. Но если вдруг вы снимаете крупные портреты и в глазах модели красненькие капиллярчики, то вот здесь как раз этот плагин может вам пригодиться. Очень круто автоматически определяет все сосудики и их затирает. Причем он не просто их затирает так, чтобы у вас был чистый белый белок, нет. Он оставляет маленькие такие границы, которые, опять же, ну, сохраняют как минимум естественность, но вот строго такие большие, толстые красные капилляры, он их затирает. Ну а теперь лайфхак по ускорению работы. На данный момент я не пользуюсь плагинами в выпадающем меню фильтр, потому что это, крайне неудобно. Намного удобнее использовать Retouch For Me панель, в которой вы просто прокликиваете галочками те плагины, которыми вы будете пользоваться. Давайте сейчас активируем все плагины, которые у меня имеются. И перед тем, как нажать на клавишу Retouch, идем в шестереночку и активируем Tumbler Layered. Таким образом, после того, как вы запустите на вашем
вашем устройстве, кстати, можно еще работать в облаке, но это за экстра прайс. На вашем устройстве вы запускаете эти плагины, проходит, опять же, изображение у меня Sony A7C, размер 6000 на 4000 точек, весит файл 24-25 мегабайта. Вот мне просто сейчас интересно, насколько пройдет времени, пока все эти плагины продумаются. Я работаю на Mac Studio M1 Max, и вот, опять же, 10 секунд, наверное, прошло. Плагины все применились до-после. Глаза удаляем их. Глаза удаляем. Я этими плагинами никогда пользоваться не буду. Вообще вас тоже особо не призываю их использовать. Скинтон. Разницы я абсолютно никакой не вижу. Если вдруг у моей модели будут реально красные пятна на лице от прыщей, плагин классно поможет. Если это красные щечки в уличной съемке, я их сохраню. Если это просто на лице за счет разных температур освещения, пятна красные, одна часть лица немножечко маджентовая, другая желтоватая, либо зеленоватая от рефлекса от травы, я не буду делать его супер плоским, потому что это убьет естественность картинки. Я оставлю вариативность цвета. Опять же, скинтоном я пользоваться не буду. А вот плагины Hill, Dodge and Burn и Portrait Volumes — это просто пушка какая классная. Они работают быстро, они работают естественно, и если вдруг мне там что-то не понравится, к примеру, Dodge and Burn, я всегда могу процент прозрачности снизить, Portrait Volumes тоже могу процент прозрачности снизить, могу прорисовать масочку, и это все равно ускоряет процесс обработки. Просто если посмотреть до-после, я считаю, выглядит круто. Сюда я создам еще нейтрально-серый слой, можно, конечно, сделать пластику, прорисовать свет на глазках, давайте я сделаю, и, в принципе, кадр готов. На мой взгляд, выглядит круто. А давайте-ка в качестве бонуса обработаем от начала до конца еще один кадр. Открываю вот такой достаточно крупный для меня портретик, снимал на 35-ку. Выбираю цветовой профиль. Я буду использовать свой классический LUT IM Густарев, он мне очень сильно нравится. Немножечко экспозицию я понижу, потому что картинка слишком светлая. Контрастность меня вполне устраивает. Хайлайты замечательные. Shadows немножечко достану, чтобы чуть больше было деталек в тенях. Немножечко баланс белого уведу в холодный, чтобы добавить чуть большей маджентовости теневым участкам. Вы, кстати, видите то, что по свету у нас свет падает больше с этой стороны, и вот эта часть более желтая, потому что она более яркая. А вот эта часть, она наоборот холодная и будет немножечко маджентовая. И что самое главное, я не буду потом склеивать скинтон, потому что картинка будет плоская. Вот она сейчас выглядит вполне естественно. Я иду в оптику и исправляю виньетирование картинки. Сильно, конечно, затемнять не буду края, но этого будет достаточно. И сделаю дисторсию на 200%, как бы бесплатная пластика без регистрации SMS до-после. Открываем кадр в фотошопе, и для начала я продублирую слой, назову его Liquify. Сделаю-ка я пластику, почему нет? Выбираю инструмент прямоугольного выделения, выделяю квадратную область на лице, и инструментом Push Left Tool я буду выравнивать различные вещи. К примеру, я немножечко опущу линию лба, чтобы лоб был чуть меньше, так как модель смотрит на меня из-под лобья, ее лоб увеличивается, а подбородок, наоборот, уменьшается. Девушек мы снимаем сверху для того, чтобы сделать их более миниатюрными, такое правило классической фотографии, да. Далее я немножко уменьшу jawline, увеличу размер глаз прям до 10%, немножечко eye distance тоже разведу, чтобы у нас глаза увеличены, они еще немножечко пошире были. И в этой фотографии еще немножечко выровню симметрию в носике. Подниму немножечко губки в центре, и, по сути дела, все окей. А далее мы с вами открываем Retouch панель, нажимаем на клавишу Retouch, опять он это все дело думает, и смотрим, что у нас получилось. Сейчас, честно говоря, немножечко криповатенько вышло вообще в целом ретушь. Опять же, скинтон просто убил полностью естественную вариативность цвета. Обратите внимание, какие краски были на лице. Цвета были и желтые, и маджентовые. В результате после скинтона у нас это все схлопнулось. Я не спорю, ребят, для какого-нибудь продакшена, для рекламы, где при печати у вас все вот эти вариативности цветов вылезут дикими красками, этот как раз скинтон может вам помочь. Но в диджитал фотографии, в публикации для сети интернет, скинтон, конечно же, я бы не стал использовать. Eye Bundle убираем нафиг, он здесь не нужен, глаза не нужно, чтобы они светились белки, это выглядит, опять же, крипово. Веснушки и родинки, конечно же, нужно сохранить, поэтому Hill я тоже уберу здесь, он не нужен. Dodge and Burn сработал вполне неплохо, и Portrait Volumes тоже на 50% сработал хорошо. Создам нейтрально серый слой, закину его наверх, и в режиме наложения Overlay
я прорисую немножечко блики. Свет у нас падает вот с этой стороны, это видно по бликам в глазах, соответственно, блики у нас должны быть здесь, и по линии сквозь глаз свет проходящий тоже дает немного света на противоположную сторону глаза. Поэтому мы прорисовываем свет вот такими двумя небольшими плоскостями. Смотрим на до-после. До-после и общий до-после. До-после. Замечательно. Вот такой портрет меня вполне устраивает. Здесь у меня еще где-то вылезла моя нога. Давайте ее уберем с помощью простого Remove Tool. И, кстати говоря, так как мы с вами заиспользовали Portrait Volumes и добавили объема на лицо, мне хотелось бы добавить немножечко объема и на другие части тела, поэтому я создам еще один нейтрально-серый слой и прорисую блики вот здесь, вот на руке. Плюс можно еще кинуть немножечко бликов на волосы, на пенек на задний план, да почему бы и нету, может быть, на какие-то листики, и в принципе этого достаточно. Объединяем все слои, изменяем размер картинки на 2560 точек по длинной стороне, открываем модуль камеры RAW, идем в 4-ю вкладку Grain и добавляем зерна на 20%. Я думаю, будет нормально. Нажимаем Command-1 для того, чтобы увидеть картинку в 100% зуме на всем экране. И вот такой результат меня очень устраивает. Он прям классный. Сколько я на него времени потратил, ребят? Мало. Можно отдыхать, идти пить чаек. Поставьте обязательно лайк этому видео, подпишитесь на канал. Внизу по ссылке вы можете себе приобрести экшены и плагины с, разумеется, Retouch for Me. Они сейчас типа скидки, там дофига всяких скидок. Опять же, если вам понравилось видео, лайк, подписка на канал. Сегодня такое длинное видео получилось, новый формат, наверное, разговорный. Увидимся. Пока.